Всем привет, это Анапа. Сегодня 5 июля 2022 года. И сегодня вашему вниманию 27-я серия сериала «Привет, Андрей». Привет, Андрей! Краткое содержание предыдущих серий. Андрей, мой друг, приехал из Новосибирска в Анапу. Год проработал в очень тяжелых условиях в одном из учреждений. Потом зимовал у друга в станице Васюринской. И вот он вновь в Анапе, работает на тяжелейшей работе. И сегодня мы узнаем о продолжении. Сегодня мы посмотрим продолжение его приключений в Анапе. И вот он переходит дорогу, разговаривает по телефону. Андрей, привет. О. Здорово. Ну вот, с Сашей поговори. Это Толя. Толя, привет. Ага, чё, как дела? Андрей разговаривает с нашим общим другом Толей. Вот как раз у него он и жил в Васюринской. Ну, конечно, видите, курит. От этой привычки избавиться он пока не может, но будем как-то на него влиять. Так, Андрей выбирает гарнитуру. У него купленная в электротоварах. Что она у тебя? Что с ней стало? Не, ты не показывай, просто скажи, что не работает. У нее микрофон перестал работать. И скоро это оторвется. Понятно. Вот, видишь? Район центрального рынка Андрей хорошо изучил, и здесь он берет обычно сигареты. Приписанный по пропуску ходим. Так, Андрей сейчас рассказывает вкратце о своей работе, говорит, что она сравнима с работой кочегара. Ну, где-то что-то с этим, да. Нет мочи стоять, согрелась вода, душно жарко. Варианте, чтобы не обижались кочегары. Но тоже что-то такое более легкое, но ну, про эту мойку. 15-20 дней, месяц. Влажность, Ну, говоришь, там температура до 80 градусов, да, доходит? Не, ну это 80-82, это в этом. А там-то поменьше, конечно. Термометр поднялся аж на 45. Без воздуха вся кочегарка. Ясно. Ну как у вас сейчас укомплектован штат? Нет, не хватает, а там никто... То есть можно пригласить, да, приходите на работу, вот к Андрею, Да, обращайтесь. хорошо бы 5 человек было. 5 человек, в смысле, А сколько? нас всего 3, кто-то помогает 4. Раньше было 5. Я думаю, начальство пойдет и на 5 человек. Угу. Потому что все равно остальным приходится помогать. Ясно. Смотри, вот у нас бабушка 71 год решила внучкам подзаработать на школу, то есть она 2 дня, через 2 дня работает, но ей тоже тяжело. То есть там есть 3-1 выходной и 2-2, да? Да, местные 2-2, их там, а сейчас одна тоже за свой счет взяла отпуск, и сегодня 3 работает, но им там с официантом. Ну, ты получил первый аванс, да, или зарплату? Нет, только аванс. Аванс. Ну, как, сколько за смену выходит, если посчитал? Ну, то, что вот отработало. Я не знаю, сколько смена, аванс. Это будет известно 15-го, это уже я точнее скажу. А так обещали, если с вычетами уже, 1740. Ну, вычеты имеется в виду за жилье. 13%. За жилье. Нет, 13. Еще плюс 13, минус 13, минус 13%. Понятно. Жилье там как бы нет. Бесплатно. Ну, поэтому нас и эксплуатируют по 14 часов. Понятно. Местные, те, которые живут, они как приписаны там. Вот. А их можете работать до 10. Может, говорят, в 10, и бывает, в 10 уезжает вахта. Нам еще час добираться, Ну в да, 10. да, это А вообще, они же не конечно. всегда в 6. Ну, они-то 2 через 2 работают. Ну, соответственно, смена у них меньше и зарплата меньше. Понятно. А вы местные как приписаны. Ну, условия, как говорится, в общежитии как? Да, Ты сейчас на 3-м этаже или на... Да, на 3-м.
А там сверху, оно как бы, это общежитие, трап идет, как вот Железный. на корабле. Железный. Железный, да, наверх, На понимаешь? палубу вышел, сознания уже нет, в глазах у него помутилось. Фотографию как-то я сложил, дети стоят в магазине. Куда вы стоите? Магазин, говорит, стоим. А, вкусняшки покупаете, ну да. Мгм. Ну, а так, да, это все на втором этаже. Самое интересное, это санаторий «Космос», жемчужине там, а рядом пепелац. Сейчас идем вот за спецобувью, посмотрим магазин спецодежды. Просто посмотрим, если да, тебе да. как бы не надо. Да. Ну да, Вот. А в комнате как там обстановка такая же, как вот на том месте, где мы с тобой были, да? То есть как бы кровати стоят какие деревянные, двухэтажные. железные. А, двухэтажные. Даже двухэтажные, тут-то попроще. Железные. Железные, да. То есть как железные вообще, матрасы такие. как в армии? Не, ну они белые такие, А, более новые. Как, накрытые. как в палате санатория. Да, типа в Вот, палате вот это да. санаторий. Тумбочка. Тумбочка там она есть далеко, но у меня вот я около двери, там тумбочки нет. А- Я удлинитель купил, зарядку на ночь включаю, Ага. забираю у этого, у молодого племянника. Меня зовут там, они молодые, дядька. А, дядька? Дядька. Ну это по-местному. Да, значит, они... по-местному. Да. Я говорю, о, племяннички, говорю. Ага. Дядька. О, племяннички. Мгм. Здорово. То есть они откуда-то с этих, Они со где-то- станиц. Да, это 40 километров, второй, я не знаю откуда-то, а многие вот кто-то с Белгорода, Егор. Андрей, птички? А у нас там лягушки надо записать. Я вечером, после этого шума, вентиляции этой посудомоечной машины, вечером иду, слушаю лягушачий концерт. Слушай, но вот я думаю преимущество вот этого твоего сейчас места работы, то, что там тихо вечером. О, я бы не сказал. Там тоже где-то дискотека рядом. А, но ну- она где-то к 11 заканчивается. Я понятно. уже привык. Потому что детское же учреждение, поэтому Да, там ну- отбой и строго все. Ну, вроде бы да. Потом, ну откуда-то от соседей доносится музыка там за рядом. Мгм. Тоже санаторий. Ну вот да. этот Мовенпик. О, аптека. Ну, это не та аптека, Андрей. В аптеку пойдем в определенную. Вот, ну ладно, коротко все тогда. Потом еще продолжим наше интервью. Так, мы сейчас находимся в магазине «Смешные цены». Ну да, тебе как бы светлые, тебе лишь бы, чтобы были легкие. Мне он на работу. Вот, да. А эти слишком светлые. Да. Мне надо тем. А это что? О, Че? черный. 512, эти 600. Ну да. Подешевле. Смешные цены. Так, Андрей в новых шортах. Сейчас ему расцепят вот эту бирку, вот она у него на ноге. И мы пойдем дальше. Говорила, нельзя. И вот мы под анапскими кленами, значит, отдыхаем. Ну, я отдыхаю, Андрей курит. Андрей, скажи, что курение вредно для здоровья. Курение вредно для здоровья. Вот. Курение вредно для здоровья, а анапские клены очень красивые. Вот видите, такая вот шапка, а сверху какой-то еще рожок у него вырос за крону. Ну вот такие вот аномалии бывают. А вообще, конечно, клены шикарные у нас. А вообще, помните, как Следующий наш пункт – это аптека. Ты к Апрель. доктору можешь пойти и сказать, лекарство он даст, если болен. это у меня? Так, подходим к парикмахерской «Цирюльник». Сейчас и я тоже подстригусь, запомните меня вот таким. И сейчас я немножечко полысею. И Андрей тоже полысеет. Да, я 2 года уже. Так, ну вот теперь мы такие, а Андрей вот такой вот. Помолодевшие. Таблетки Давай хорошие. вот сделаем рекламу этой цирюльни. Да. Вот так.
Да, и аптека Стригитесь хорошая. в цирюльники. Сибирском. А вот вот Андрей, видишь, смотри. Да. Это что? Дуб, но какой-то вот такой вот интересный, да, разновидности. Я вот дубы Большой видел дуб. только в Петербурге. Сейчас тем более пишут, что не что иное, как Сейчас мы возле сквера, возле 5-й школы. В Магнит нам надо? Мне надо, но мы зайдем, наверное, в тот Магнит, который поближе ко мне. давай, вот, там более все знакомо. Да. Хорошо, вот, Андрей, видишь, когда по теньку идти, и вроде жаркий день, а очень даже комфортно. Ты знаешь, я тебе не скажу, не так жарко. Вот, короче, вчера вечером, ну, когда у нас там забегаешь, там новости какие-то, там бывает не столько сидишь просто, как от этого пара отдыхаешь. И там новости, я говорю, там заходят люди там с пляжа, ну как море холодное было вчера. А Вот. ты на море ходил? На море я тогда ходил, а в этот раз нет, сегодня нет. И в прошлый раз нет. Ну ты сегодня сходи. Ну, не Вместо знаю, пушки. не знаю. Там жарко. У Посмотрим. Андрея традиция ходить От пушки. Оттуда море. на мемориал, где пушка. Оттуда видно море. Там видно. во время Великой Отечественной войны там была установлена батарея, да, которая держала под контролем Анапскую бухту и дорогу на Гастагаевскую. Да, Там да, да, немцы ехали оттуда, с Гастагаевской, и они туда Там стреляли. были и румыны. Вот так, да. О, История а я, там. видимо, это позже сделали. Или то, что- Андрей кваском балуется. Да, я квас это с детства помню. Да. Вышка, видишь, Андрей, но ее до сих пор еще вот не обвесили этими Да, недооборудовали. да, приемниками или передатчиками. Так, ну вот мы у меня дома, и сейчас мы с Андреем пообедаем, чуть-чуть выпьем. У меня подарок от одного армянского поэта, Чача, который еще на его юбилей он мне презентовал. Ой, это долгая история. Я ему делал ролик, видеоролик к его юбилею, а он мне в знак благодарности вот эту чачу и коньяк. Вот. Речь не об этом, речь об Андрее. Сегодня день Андрея и рубрика «Привет, Андрей». Привет, Андрей! Андрей, вот скажи, одним словом, как бы ты охарактеризовал вот сегодняшнее твое состояние и вообще? Ну, уже улучшение. Да. Улучшение. Да, улучшение, так лучше одним словом. Хорошо. Потому что да, как-то адаптироваться стал. Что-то. Что бы ты пожелал нашим зрителям, подписчикам и нашим доброжелателям? Не унывать, все равно все будет. Надо стараться поддерживать какой-то дух. Ну и высыпаться, соответственно, да. Так что держитесь бодрячком и высыпайтесь. Это вот совет дня от Андрея. Ну а мы сейчас так немножечко пообедаем. И всех вам благ. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все как всегда. Вы знаете, что надо делать в этих случаях. Пока.